Париж, Париж! Нет такого человека на земле, который не мечтал бы посетить самый элегантный и романтичный город на земле. В Париже надо обязательно погулять по знаменитым Елисейским полям, прокатиться на речном трамвайчике по Сене, забраться на Эйфелеву башню и растаять от очарования Монмартра. За 3 дня мы успели посетить ароматный музей духов Фрагонар, пообедать в знаменитом мишленовском ресторане на Елисейских полях и отужинать под фееричное шоу в знаменитом кабаре «Мулен Руж». А ночной Париж – это уже совсем другая история. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы приглашаем вас в наш Париж. Площадь Республики расположена на границе 3, 10 и 11 округов. Здесь всегда многолюдно. В центре площади возвышается статуя Республики, сооруженная братьями Марис в 1880 году. Посмотрите, какая дородная женская фигура в лавровом венке. В руке оливковая ветка мира, и у ног женские фигуры с факелами и знаменами в руках. Символ свободы, равенства и братства. В этот раз мы встретились в Париже с нашими друзьями, которые проживают на юге Франции. Лидия и Даниэль специально приехали в Париж, чтобы показать нам свои любимые места. Консерватория, русская консерватория. Рахманинова. Видите, консерватория Рахманинова по Руси. Консерватория Рахманинова, прелесть какая. А вот это Red Bull. Red Bull, да, монтируют вышки, отсюда будут прыгать соревнования. Вот это Батобюс. Вот это вот Батобюс, когда много-много народу. А у нас была посадка на той стороне. Ага. Вот видите, Париж. И через причал, вот там у нас находилась наша лодочка Тоска, и мы оттуда отчаливали. А нас ужин, с обедом, да? И там и спиртное тоже? Спиртное тоже, бутылка вина. Можно купить обед с бутылкой вина, можно просто это купить на месте. 12 евро с человека? Нет, это, по-моему, было 60 евро с человека. А, вот так, с обедом, да? То есть это не шведский стол, а... Нет, это меню, фиксированное. Вкусно, в общем, вам понравилось. Вкусно, не мишленовский ресторан, кушать. Но рекомендуете, да? Я не рекомендую брать рыбное меню, потому что на закуски приносят устрицы, а до устриц как раз мне принесли букет цветов, и он был не очень свежий, пах устрицами. Я подумала, что я устрицы есть не буду, потому как раз букет не свежий, устрицы тоже не знаю. Лучше брать мясное меню, вот что-то такое. Понятно. Если хотите гастрономический тур, приезжайте к нам на юг. Там можете на следующий день рождения пойти в лучший ресторан мира, Жиль Гужон, лучший в мире, номер 1.
Это я вам расскажу подробно. Это, не знаю, это куда-то надо ехать, час от нас, где-то в ферме, там это лучший ресторан в мире и лучший шеф-повар мира. Жиль Гужон. В Нарбон, Шебертрон. Кстати, вокруг Пезнаса столько членов гастрономических. Да, хорошо. Мы потом ссылочку поставим. Полях, на Елисейских полях пообедаем, наверное, да? Вообще шикарно. Расскажите про это кабаре. Очень знаменитое кабаре Crazy Horse славится своим высочайшим уровнем шоу и актеров, которые здесь используются. Нам понравилось. Нам очень понравилось. Очень понравилось. Здесь прекрасно все организовано, небольшой зал. Очень все вкусно. И тоже канкан танцуют? И тоже нет, именно это эротическое шоу. Эротическое? Эротическое шоу. Если в Мулен Руж эротическое кабаре, но эротическое, будьте готовы, то здесь эротическое шоу. Прям полноценное. Да? Прямо вот прямо. Да. Володя, ты готов туда сходить? Я готов прямо сейчас. Да? Там Тут вообще не высочайшего пошло, уровня. очень красиво. Это просто, прям наверное, вот на уровне искусства. Так, это а там уровень- снимать можно? Нет, конечно. Нет. Даниэль, вот смотри, да, остановись, пожалуйста. Смотри, посмотрите, ребят, вот это вот боты. Даниэль говорит, что это... Но не все, которые в Airbnb сдают, а некоторые люди живут. Вот у них этот бот, и они здесь живут. Это их квартиры. Даже можно в РНБ снять вот такой Да, бот? полно. А они дорогие? Не, обычные. Да? не гостиницы. Ничего себе. Вот так И вот. коммуналку. А, подождите, Пьер Ришар живет в таком боте. У них вот террасы свои, у тех сад, все. Да? Нет, ну я знаю, что Пьера Ришара, по-моему. Знаете, такой. что мы- А ты, Володя, отойди. А знаете, что мы вчера узнали? У Пьера Ришара были на замке и покупали его вино. Да, у нас есть фотография. Уа- я помню. Вот такая ситуация происходит. Не хотят работодатели платить за сотрудников такой огромный налог. Еще раз скажите, что здесь 47% 47% подоходный налог платят французам. работодатель должен платить за своих работников государству 47%. Просто кошмар. Поэтому здесь Налоги живут бешеные, на налоги пособие, да? страшные. Очень много людей живут на пособие. Да. И вот так каждый раз. Можно меня сфотографировать через каждые 5 метров? Можно фоточку, пожалуйста? Диана, она вот здесь была эта авария, Вот она в этом тут туннеле как умерла. раз лежит. А, вот в этом туннеле. Да. Вот в этом туннеле. Femme de la liberté. Женщины свободы. Видишь, 31 августа 22 года. По средам. Ой, сори. По средам дети во Франции не учатся. И родители не ходят на работу, потому что дети не учатся. Нет, но кто-то ходит на работу, конечно, смотря какая работа. Почему Вот. по средам? Но в основном, потому что вот так вот решили. А вообще здесь дети как учатся? Вот мы дочку отводим к 8:30 и забираем, можем в 5:30 забрать, можем в 4:30, можем в 6. Там как продленочка такая есть, с 4:30 Ничего до 6. себе. Это понедельник, вторник, четверг, пятница. Так, осторожно. А в среду, например, вот для младших классов есть, называется так, центр Луазир, то есть, ну, такое место, где дети проводят просто день у тех, у кого родители работают. А, ничего себе. Да, так он там целый день развлекается, занимается какими-то делами, но не школой. И вечером забрать. Здорово. Вот представьте, что... Либо если вы не работаете, и многие работодатели идут навстречу, то есть там, если ребенок дома, если среда, пожалуйста, не работаем, если есть такая возможность. Они учились обычно до 4 до 5 вечера, Так. а в среду до 12 и пятницу до 12. То есть среду не освобождали полностью, но заполняли полсреды, полпятницы. В среду до 12, пятницу до 12, младший класс. Самый дорогой. Мы заходим в самые дорогие районы Парижа. Это Авеню Фош, где вот на Жорж Пятый. Тут уже видите гостиница Four Seasons. Вот это Four Seasons, да? Bulgari и так далее. Мы идем и туда идем к Елисейским полям. Ага. Ах, тут прям. Понятно. Идем к Елисейским полям, идем Тут- обедать на Елисейских Фукет. полях. Прям такая очень-очень-очень капсульная. Тут очень красивые домики такие. Вот этот
Vuitton. А, Луи Вот он, Виттон. вот этот Ага, особняк, он понятно. стоит на Шанс-Элизе. И сейчас мы увидим с фасада. А Филипп Плейн, вот этот вот знаменитый бутик, где все в черепах. Черепа со стразами, вся одежда. Так, ребята, мы, значит, на Шампелезе, это Елисейские поля. Здесь у нас Луи Виттон. Вот так вот красиво оформлен. Куда стоит большая очередь. Вот это у нас дом Диор. А вот ресторан здесь. Букес. Значит, знаменитая Делидо, да. которая соперничает с Мулен Руж. Да. Говорят, что тут тоже потрясающие Да, нам шоу не удалось происходят. попасть. А вы хотели, да? Вчера был приватный вечер, да, мы хотели вчера Мгм. сходить, но не получилось. Ну вот такие вот они елисейские. Триумфальная. Да, и триумфа. Слава богу, что она сейчас не замотана, потому Триумфальная арка была разработана по распоряжению Наполеона Бонапарта во знаменование побед его великой армии. Иногда арку упаковывают на несколько месяцев вот таким странным образом. Это проект Христо, который известен своими упаковками известных арт-объектов по всему миру. Кстати, не всем французам это нравится. Они выражают свое недовольство в социальных сетях. И туристы тоже недовольны, и я с ними полностью согласна. Зачем прятать такую красоту? Это же произведение искусства. А вы как считаете? Здесь делают ремонт, видно. Никогда во Франции не допустили бы этого, я так и понял. Что... подожди, здесь делают ремонт. Конечно. Ремонт сделали красиво. Я Лиде говорю, что никогда бы не допустили во Франции такого ремонта. Смотрите, как здорово, посмотри на мои ноги. Ты как коротышка. Смотри, рядом встаньте, рядом. Да. Даниэль, это самая крутая улица, самая богатая улица Парижа. Это как в Москве Камергерский переулок или Столешников переулок. То есть это как Гинза в Токио. Проспект Победы. Проспект Мира? Проспект Кутузовский. Кутузовский. Понятно. Это Фуке, очень знаменитый, про него можно почитать. Да? Ну, если А вот нет. люди, видите, а вот Даниэль узнает про Фуке. Угу. Туда очередь. Ресторан «Le Fouquet», появившийся на Елисейских полях в 1899 году, одно из самых известных гастрономических мест Парижа. Здесь любили ужинать Эдит Пиаф, Лайза Минелли, Жан Море, Жорж Симинон и даже, как говорят, Эрнест Хемингуэй написал в ресторане «Фуке» несколько рассказов. «Le Fouquet» уникален. Не при отеле открылся ресторан, а наоборот, вокруг легендарного ресторана вырос отель. Здесь всегда очереди, и нам невероятно повезло сюда попасть. Сразу скажу, что все, что мы здесь попробовали, было просто изысканным. Самый знаменитый, скажем,
Кстати, вы сидите за столом, любимым столом Эдит Пиаф. Смотрите, тебе табличка. Здесь сидела Эдит Пиаф. Моя любимая. Это именно столик. Знаете, в этом кафе есть это вот Атмосфера. весь бумонг Франции вот сюда приходил, едал, ужинал. Да, конечно. Maïs, popcorn et saté. C'est servi tiède, c'est une entrée. Le plat, ça va être une confit d'agneau au marmelade avec une décoration. Avec une carotte. Крем де маис. Au popcorn, Так. crème de saté. It is sweet or Sweet. it is sweet? Спасибо. Thank you very much. I tried. Володя, скажи, пожалуйста, что тебе принесли? Это бурата? А почему я не взяла бурата? Давай поменяемся. Я обожаю бурата. Что это такое? У нас была такая насыщенная программа в Париже, что на посещение Лувра совсем не оставалось времени, а пробежаться по залам галопом, чтобы просто поставить галочку а-ля «Я был в Лувре», все-таки не хотелось. Сюда надо идти осознанно и как минимум на полдня. Но все же небольшую галочку мы поставили, спустившись вниз под пирамидой. Эта стеклянная пирамида, кстати, скопировавшая пирамиду Хеопса, появилась здесь еще 30 лет назад. Центральный вход в Лувр не справлялся с потоком посетителей, и решено было убрать служебные помещения под землю. В подземном холле находятся кассы, кафе и входы в 3 крыла. И еще здесь можно отдохнуть от палящего июньского парижского солнца. Вандомская площадь раньше называлась площадью Людовика Великого. Первоначально на месте колонны располагалась конная статуя Людовика XIV. Это одна из 5 королевских площадей. Находится она в первом квартале Парижа, и, конечно же, это самый дорогой район. История Вандомской колонны пестрит событиями. Ее сносили, переплавляли, она много раз меняла свой вид, и сегодня ее венчает изваяние Наполеона в римской тоге и лавровом венке. В правой руке он держит меч, а в левой – земной шар со статуей Победы. А на барельефах изображены сцены из жизни Великой Армии. Гранд-опера в современной Франции известна как опера Гарнье. Это один из самых известных и значимых театров оперы и балета в мире. Долгое время здание именовалось Парижской оперой, пока не открыли Парижскую национальную оперу или оперу Бастилии. Гранд-опера – великолепное здание, построено в стиле Бозарт. Оно является второй визитной карточкой Парижа после Эйфелевой башни. Лидия, куда мы идем, еще расскажи? Мы заходим
галереи Лафайет, и сейчас здесь на последнем этаже кафе. Ага, на крыше. Там и пьем кофе, чашечку кофе. А, понятно. Вау. Вот это да. Я таки хочу. Я что-то... Ну что, уважаемые гости столицы, сейчас вы увидите во всей красе Париж. А вы не местные? Володя обожает такие места. Все Париж. Messieurs, s'il vous plaît. Друзья, мы сейчас находимся на бульваре Капуцинов. Я раньше смотрела фильм и никогда не предполагала, что бульвар Капуцинов находится в Париже. Так. Рассказывай. И они с прослойкой. Я просто сама такие выбрала. 6-4 евро. Это 2 макароны. Сейчас. Они продаются в коробочку. Окей. С днем рождения! С днем рождения, Володя! И уточки, видишь, на той стороне. Надо на ту сторону пройти. Володя, ты их нашел. Как же Володя без уточек в день рождения? Сад Тюильри – самый старый парк во французском стиле. Это настоящий музей под открытым небом, украшенный копиями античных статуй, фонтанами, прудами, клумбами и необыкновенными деревьями. Туристы приходят сюда отдохнуть после посещения Лувра и с завистью наблюдают за парижанами, которые беззаботно загорают у фонтанов.
Это наши городки. Это Сути, да. Сена течет на запад и делит Париж на две части – правый берег и левый. Кроме географического значения, выражение «правый берег» и «левый берег» подразумевают под собой определенный стиль жизни. Правый берег консервативный и напыщенный, а левый берег богемный и артистичный. Чтобы насладиться Парижем в полной мере, надо обязательно прокатиться на кораблике и оценить архитектурное великолепие парижских набережных. Y en a marre d'exploitation. Sur l'élevage, y en a marre. Oh, y en a marre d'exploitation. On en a marre des préfectures. Y en a marre d'exploitation. La cité, y en a Oh, marre. y en a marre d'exploitation. On en a marre des préfectures. Oh, y en a marre d'exploitation. À Évry, y en a marre. Oh, y en a marre d'exploitation. Pas illégal, y en a marre. Oh, y en a marre d'exploitation. Les chronoposes, y en a marre. Oh, y en a marre d'exploitation. Les députés, y en a marre. Oh, y en a marre d'exploitation. Les dirigeants, y en a Oh, marre. y en a marre d'exploitation. Это вид из отеля Краун Плаза на площади Республики. Во время завтрака мы занимали столик у окна и наслаждались этим видом. Наблюдать, как парижане спешат на работу на велосипедах, можно бесконечно. А потом вдруг вспоминаешь, что еще так много надо посмотреть и поснимать. Парижане пересели на велосипеды в течение первого срока мэра Парижа Анны Идальго. На программу «План Вэлла» она потратила 150 миллионов евро. И это здорово помогло парижанам в конце 2019 года, когда в городе случилась большая транспортная забастовка. Люди массово сели на велосипеды и не слезают с них до сих пор, потому что потом началась пандемия, во время которой в городе велосипедов стало еще больше.